Друзья, приветствую! С вами снова Вдала Digital, и сегодня мы побываем у еще одного нашего клиента в гостях, который занимается текстильным оформлением помещений, а именно производством штор, ролетов, жалюзи. Поэтому я думаю, что эта ниша многим откликается. Сегодня мы поговорим не только про результаты с нашим агентством, но и в принципе про путь клиента, про его победы, поражения. Я думаю, что это будет полезно многим. С клиентом мы проработали 34 месяца, и за это время у нас были как и хорошее, так и плохое. Про это мы тоже поговорим в этом выпуске. За это время у нас получилось выйти на системные 60 заявок в месяц. В этой нише очень большая конкуренция, мы работали по контекстной рекламе, и поэтому выкупать трафик было достаточно тяжело, но конверсия, которую мы получали с этих заявок, вас очень впечатлит. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, поставьте нам лайк, комментарий. Вы знаете, что для нас это очень важно, это наше топливо, и мы понимаем так, что вам это нравится. А мы начинаем. Анастасия, рад с вами встретиться лично, и спасибо большое, что выделили сегодня время для нас, для того, чтобы мы с вами пообщались, обсудили немножечко вашу нишу, ваши результаты и как вы соприкасались с нами, как с агентством. Начну с такого более обширного вопроса. Мы прям всем предпринимателям стараемся их задавать, нам очень интересно познавать мышление, ваши инструменты, ваши какие-то решения внутри бизнеса, поэтому, если можно, расскажите, чем вы занимаетесь, про ваш бизнес, чуть больше нашим зрителям. Специализируемся мы на том, что мы изготавливаем шторы, жалюзи, ролеты и декор под ключ. Основное наше направление, наверное, это портьеры. Наши дизайнеры, у нас большая команда дизайнеров, выезжает на объект, делает замеры, подбирает ткани, согласовывает с клиентом, прорисовывает эскиз, да, просчет, и мы начинаем процесс изготовления. У нас есть цех пошивочный в Киеве, который отшивает быстро, качественно, так как для нас качество, наверное, на первом месте. Продуктовая линейка. Какие у вас вообще продукты есть? Или это монопродукт больше идет? Нет. На самом деле мы можем отшить, и у нас абсолютно разные заказы есть. Отшить все из текстиля. Это текстильное оформление помещений абсолютно любой сложности. Все, что вы придумаете, мы нарисуем и изготовим. Как долго вы уже этим занимаетесь? 3 года. Компания 3 года. Как пришла мысль 3 года назад вам вот сделать ваше детище, вот этот бизнес, почему именно эта ниша, вот интересно, вот как вы это выбирали, как вы сюда шли? Шли очень тяжело, сложно, и, естественно, наверное, любовь к делу, любовь к текстилю и к конечному результату, конечно же, привел нас туда, где мы сейчас есть. Мы находимся в центре Киева, это просто потрясающий офис с панорамными видами, и я знаю, что прошлый год был у большинства собственников очень тяжелый, поскольку карантин, платежеспособность людей меньше, они не так занимаются ремонтами, обновлениями, то есть такой небольшой хаос на каждом рынке. И вот интересно, как вы проходили этот путь, то есть что у вас там чуть-чуть изменилось, какие вы принимали новые решения, вот поделитесь этим тоже. На самом деле все лайтово очень прошло, и мы были к этому готовы. Не знаю как, но мир не стоит на месте, и мы за то, чтобы, наверное, даже эта сфера и все сферы бизнеса и направления Украины, они развивались так же быстро и следили за тенденциями. Поэтому это было несложно, мы за 2 часа, собственно, собрались, обсудили с командой вопросы коммуникативные. Мы также продолжали выезжать на замеры, да, это в масках, в перчатках, это все было максимально защищая команду, защищая клиентов. Люди звонили, люди обращались, потому что солнце светит, все равно карантин, не карантин, солнце светит, хочется, чтобы было красиво, уютно. На самом деле у нас все было построено, у нас вся коммуникация, она была до этого уже построена, поэтому нам легко было на самом деле в карантин работать, это было круто, какой-то новый такой для нас был опыт. Намного сложнее было выйти, встретиться всем в одном помещении, потому что у всех была какая-то уже своя построенная такая зона, поэтому это было круто, это был крутой опыт, и мне кажется, нам теперь вообще ничего не страшно. На команду не повлияло, круто перестроились, я так понимаю, просто до этого все уже в мессенджерах было, вы в принципе ставили там задачи в досках там и так дальше, общие продажи, на возражения клиентов, на какие-то вот эти уже процессы, связанные с продажами, это сильно повлияло в вашей нише или не прям так существенно, что вы прям это почувствовали и кричали об этом? На самом деле повлияло, но в плюс. Почему? Интересно. Потому что мы за 2 часа, да, в тот день, когда вот объявили, что карантин, мы за 2 часа собрались, а кто-то не мог собраться очень долго, он не продавал онлайн, только офлайн, поэтому для нас это было максимально насыщенно в 2 раза больше поток клиентов, все хотят, всем надо, приедьте. Вопрос логистики у нас тоже был налажен, поэтому, наверное, сложность заключалась только в том, что очень большой объем на нас, вот он очень быстро упал. Но у нас команда очень гибкая,
Все очень любят свою работу, это очень важно. И мы работали и сутками просто, но мы справились. То есть от карантина вы наоборот, из-за того, что те, кто не были в онлайне, у них не было до этого, там, я так понимаю, мы уже как раз прогорели этот сайт, у нас же был системный трафик, и из-за того, что ребята из офлайна, у них не было возможности быстро перейти, потому что создать сайт, запустить рекламу — это длительный процесс, а у вас уже все было налажено, по факту вы прям только в этом выиграли. Круто, это очень круто. Окей, поделитесь, вот мне очень интересно, вот мне как человек, который занимается продажами, изучать воронки продаж разных ниш. Это достаточно ниша сложная, я бы со своей стороны выделил. И интересно, понятно, что не во всех деталях, но поверхностно поделиться вашей воронкой продаж, то есть как это у вас происходит. От там момента, где человек вас узнал, до момента, где уже подписали договор, он оплатил. На самом деле мы, я говорю, что очень гибкие, очень нам все время мало, да, и для нас важен конечный результат конкретно, вот счастливые глаза клиента, который звонит и говорит: я хочу еще, или там я вас порекомендовал. Поэтому на самом деле откуда приходят клиенты, да, это контекст, это таргетинг и маркетплейсы, на которые вот мы с кем-то начали только работу, и это такой тоже новый интересный опыт, с кем-то давно работаем, но это идут обращения к нам в колл-центр. Менеджер обрабатывает, естественно, звонки, мы работаем с CRM, я не знаю, кто сейчас не работает, может, такие есть, потому что большой объем. Дальше все зависит Встреча. от... Да, естественно. Все зависит от потребностей и запроса клиента. Конечно же, так как продукт, линейка, в принципе, это такой долгосрочный процесс производства, нам приходится какие-то моменты ускорять. Мы стараемся работать с клиентами и максимально давать им всю информацию в начале, да, нашего общения, чтобы человек понимал, что ему никуда не нужно идти, ничего не нужно искать, вот они им подходят. Соответственно, дальше это встреча, да, либо выезд дизайнера, там, специалиста по замерам, мы выезжаем в любую точку Украины. Приехали, сделали замер, подобрали материалы, надо эскиз, какие-то проектные, да, коммерческие, окей, без проблем. После этого мы запускаем в производство. Вопрос производства от 3 дней там, до месяца, в зависимости от, есть у нас на складе ткань, да, материалы, либо надо заказать. Приезжает к нам, мы это все отшиваем, согласовываем дату навески, дату монтажа, если это установка карнизов, да, или каких-то аксессуаров. Все, мы приезжаем, делаем красоту, соответственно, берем обратную связь у клиента обязательно. И такой лайфхак расскажу, который нам очень помогает на самом деле. Я надеюсь, что вот бизнес в Украине будет качественным. Это очень важно. У нас есть гарантия, да, которую мы выдаем клиентам, и мы звоним за 2 недели до окончания гарантии, спрашиваем, все ли хорошо. Я понимаю, что это риск очень большой, потому что, люди разные, и они могут найти что-нибудь, да, там, у меня неделя осталась, чтобы бесплатно сделали. Нет, без проблем. И бывают моменты, когда проходит больше голда, да, и клиент обращается, и мы понимаем, что там есть производственный какой-то нюанс, и мы его бесплатно приезжаем и исправляем. Для нас важно, чтобы у клиента было послевкусие приятное, которое заставит прийти к нам еще раз и быть с нами. То, что я услышал из основных конкурентных преимуществ. Первое — это скорость, вторая — это сервисность, ну и третье — это качество продукта самого. Естественно. Есть еще что-то, я упустил, или это прям основные, на которых строится ваш продукт? Я думаю, основные. Опять же, это все очень поверхностно, но мы следим за каждой деталью. У нас все проверяется по нескольку раз. Мы не доставляем клиенту каких-то неудобств, да, стараемся. Бывают моменты, да, все косячат, мы тоже, да, но мы это признаем. Поэтому основные, да. Вот все косячат, это признаем, вот это прям очень круто, потому что у нас тоже это есть. У нас тоже есть, что мы там что-то забыли, не выполнили, и очень важно этот момент не пытаться бодаться с человеком другим, а наоборот пойти на уступки, искать, признать и так дальше. Вот эта воронка продаж, цикл сделки у вас какой? Вот человек сегодня обратился, вот, допустим, я сегодня к вам обращаюсь, сколько времени примерно мне нужно будет для того, чтобы я принял решение, по вашему опыту? Для принятия решения в среднем достаточно 3 дня. 3 дня, то есть вот у вас средний чек, то, что мы с вами обсуждали, это там около 30 тысяч гривен.
для того, чтобы человек принял решение, он там, допустим, на сайте оставил заявку, пообщался с менеджером, пришел там, допустим, на встречу. 3 дня ему нужно для того, чтобы дальше уже заключить договор, правильно, плюс-минус? Вот время от обращения к нам. Мы можем выезжать на замер в день, да, клиент не может приехать, мы понимаем, что Киев, трафик, пробки и прочее. У нас крутая команда, и мы всегда подвинемся и найдем немного нового времени. Мы приехали, все выбрали, сделали просчет в этот же день, и пускай это 12 часов ночи, мы пообещали, мы сделали. Отправляем заказчику, на следующий день созваниваемся. Ну, собственно, вот этот период как раз 2-3 дня, да, достаточно. Это девочки, которые вот там сейчас работают, это они выезжают, правильно? Это они такие крутые, что прям в 12 ночи будет делать смету. Это круто. Да. Это отдел продаж, это уже то, что влияет на вашу конверсию. Так вот, мы сейчас тоже про нее поговорим, потому что тоже хочу сейчас задать один вопрос с вашими результатами. Давайте сейчас тогда переместимся в работу с нами. Мы начали работать в 2017 году, то есть мы проработали практически там 3 года. И те показатели, которые я там смотрел, там сводную таблицу, которую мне отправили, она тут сейчас выплывет. Там было порядком в месяц мы получали там около 80 лидов. И конверсия, которую я видел, она там была из месяца в месяц, но порядка 50%. Тогда у вас средний чек, вы говорили, был 11 тысяч гривен. То есть из 80 человек закрывалось примерно 50 человек на саму же услугу, на сам продукт. Это очень крутая конверсия. Многие компании позавидуют, многие компании скажут, это фейк, это все актеры, мы сняли помещение, это все не по-настоящему. И будут вопросы. На эту конверсию влияет вот ваш отдел продаж, вот эта вот скорость, то, что в 12 ночи не могут обработать, в тот же день они выйдут. Другие этого не делают? Нет. Наверное, не отдел продаж. У нас как такового отдела продаж по факту нет, да, как у многих компаний. Ну, во-первых, мы пока небольшие, мы гибкие, да, чем маленькая компания легче двигаться, большая ей сложнее. Но тут вопрос, я повторюсь, любви к своему делу, потому что когда вся команда, она прям горит этим, да, приходит. У нас понятие слова «работа», ну, нет, у нас вот мы здесь встречаемся, делаем общее дело, которое мы любим. И мне кажется, конверсия, не мне кажется, я знаю, это факт, что конверсия очень сильно будет разниться, да, в компании, где собраны люди, которые обожают то, что они делают, и в компании, которые, пускай она будет больше, неважно, но там, где собраны люди, которые, ну, они просто это делают, да. При выборе подрядчика, вот когда вы там выбирали нас, вообще на что вы обращаете внимание? Какие пункты для вас самые важные, вот когда выбираете для себя подрядчика в том или ином инструменте? Очень хорошо помню, почему выбрали вас мы тогда, потому что очень много компаний, которые к нам обращалась, ну, естественно, звонили, предлагали встречи. Это были пустые слова. Страшно не люблю, когда просто говорят. Мы вам обещаем, мы сделаем, мы конверсия в 100 тысяч раз, вообще у вас будет круто. Вы этого не сделали. Меня уже, ну, как бы, да, заинтересовал вопрос, ну, а почему же, как бы, все делают, все так говорят, почему? И тогда мы согласились на встречу с вами. Пришла очень милая девушка, которая очень четко понимала, что она делает и чем занимается компания, которую она представляет. Не было никаких пустых обещаний. Наверное, благодаря этому, мы даже, кстати, тогда еще и не думали о контексте. У нас был негативный опыт, и я планировала сделать немножечко по-другому. Но ее любовь, да, и горящие глаза, об этом она рассказывала о своей компании, с сумасшедшей просто энергией, я поняла, что это те, кто нам нужны. Очень да. круто. Это для нас, кстати, очень ценные моменты. Я для себя вынесу в наш отдел продаж, это прям законспектирую. Давайте тогда мы перейдем к такому, наверное, дальше уже общему заключению. То есть вы там выбрали нас, мы на старте понравились, были какие-то ожидания. Что дальше? Вот мы проработали 3 года. Это не маленький срок, это очень достаточно долго. Что вы можете сказать в общем впечатлении о компании? И хорошее, и плохое. То, что мы с вами сказали. Мы признаем, что мы где-то могли нафакапить, мы это будем исправлять, поэтому для нас важна честная, публичная обратная связь. Окей. Наверное, плюсы, да, вашей компании в том, что буду так по датам, да, вспоминать. С нами начал работать менеджер. Все было круто, здорово. Я очень дотошная, особенно когда идет все хорошо или все плохо. Я и там буду копаться. Почему так? Надо же, можно же еще лучше. Была обратная связь. Был результат, это показатель, это факт. Можно ничего не говорить, да, там, круто, отчеты, все здорово, но я могу их не читать. Но когда я вижу, да, результаты, и у нас там больше звонков, менеджер говорит, я не могу, я зашиваюсь, вот это круто. Из того, что, наверное, повлияло на приостановку, да, повлияло, даже не приостановку, негативный такой фактор, не знаю, можно его обратить в любом случае в положительный. То, что начали меняться менеджера у нас. И, к сожалению, мне приходилось 3 или 4 раза где-то повторять одно и то же. И мне не говорили о том, что меняется менеджер. И я потом начала информацию
немного поднимать. Я для себя сделала выводы, что надо приостановить немного контекст и заняться SEO, а потом уже контекстом. Но я обязательно вернусь, потому что опыт и, в принципе, работа с вашей компанией, она показала классный сервис. Я люблю классный сервис. Когда две команды, да, которые знают, что они делают и хотят сделать клиентов действительно счастливыми, а не просто, да, тупо заработать бабок, это круто. Вот это, наверное, самое ценное, то, что вот я искренне и честно взяла от вашей компании. Спасибо вам большое за то, что выделили время и настолько раскрыли. Ну, для нас это обратная связь, она помогает стать лучше. И спасибо вам за то, что вы выделили время. Еще раз пожму вам ручку. Да, спасибо вам. Ребят, когда будете смотреть это видео, я надеюсь, что вы для себя точно возьмете много ценного, потому что опыт каждого предпринимателя, он влияет на ваш следующий результат. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на наши соцсети. Пока.